Здравствуйте, дорогие пользователи интернета. Многие из нас хотели бы приобрести бетономешалку, но в связи с ценой то ли жаба давит, то ли не могут этого сделать. Я один из таких. Я решил сам сделать своими руками, из подручных средств. Сразу говорю, она мне обошлась 300 гривен. Друзья мне подарили бочку из-под масла на 60 литров. Рама у меня была, я купил металл. Еще подарили мне подшипник со ступицей с какой-то иномарки. Со шрузом, который, кстати, не подходил вообще к ней. И вот я поискал в интернете, ничего подобного не нашел. Решил сделать на свой, как говорится, страх и риск. И вот получилась такая ручная бетономешалка. Но один минус в том, что всегда один человек занят. И крутить ее вручную это очень тяжело. Болит и спина, и рука, и все, в общем говоря. И я подумал, решил делать ее механизированной. То есть поставить мотор, редуктор. Но редуктор сам стоит дорого. Где-то у нас около 500 гривен. Сам я живу в Славянске, Донецкая область. И я решил сделать его цепным. Моторчик я взял со стиралки, с малютки. Мощность у него 120 ватт. 1200 оборотов где-то. Купил звездочки, купил цепи, купил шкив. Сделал такую ременную передачу. И на мотор шкивок маленький я сделал с простых шайб. В итоге получилось передаточное число где-то 1 к 20. То есть, как вы видите на видео, хватает скорости, хватает мощности. Она пускается сама, не останавливается. Электроэнергии потребляет минимум. Промешивает вполне пристойно. На выходе получается чистыми 40 литров бетона. Это уже проверено. С ее помощью я залил пол себе арболитом, не бетоном, а арболитом. Это бетон с опилками, площадью 60 квадратных метров. Стены заливал чистым бетоном. И продолжаю ею пользоваться. Мотор я сперва решил поставить натяжитель там. Тоже резьба, видите, гайки. Но это, честно говоря, даже и не надо, потому что практически натяжки никакой на нем нет, на этом ремне. Раму я сварил с трубы, с полой, 25 на 40 миллиметров. Внутри сделал такие лопатки, но в процессе эксплуатации, как видите, там добавлены арматуры для лучшего промешивания. Рама у меня была, поэтому раму можно соорудить, кажется, так как вам удобно, на любое ваше усмотрение. Я исходил из того, что запчасти все можно было поменять. Например, бочку, это если она придет в негодность, ее можно снять, взять другую, вырезать и поставить, и будет она еще ходить и ходить, как говорится. Высота самой наклономешалки регулируется. У меня просто табурет подставляется, кирпичи, то есть мне это очень просто, не требует никаких с моей стороны затрат, усилий. Меня это все вполне устраивает. Если вы хотите, вы можете сделать какой-то упор с регулируемыми отверстиями. Это по вашему желанию. В итоге получилась такая довольно сносная бетономешалка. Как я еще раз скажу, обошлась всего в 300 гривен. То есть, если у вас есть звездочки, цепи, шкивы, вам она обойдется еще дешевле. Интересно услышать ваши отзывы.